Недалеко от поселка Улькен в Казахстане дан старт, запуск строительства атомной электростанции, которую будет строить Росатом вместе с казахстанскими коллегами. Вот на твой взгляд, как быстро сейчас могут пойти все вот эти проектно-розыскные работы, которые сегодня начались? Ну вот за что я люблю журналистов. Во-первых, всех поздравляю с тем, что действительно начало работы, но это не строительные работы, это инженерные работы, и действительно крайне необходимые. Если церемонию смотрели, то там буровые машины прибыли для того, чтобы брать пробы грунта. Это действительно такой определяющий момент. Площадка определена, а второй такой в этой части Казахстана просто нет. Нужен источник воды. И напомню, что эта атомная электростанция будет расположена практически посередине маршрутов линии электропередачи с северного Казахстана в южный. То есть вариантов нет, куда ее сместить. Что такое проба грунта возле озера? Напоминаю, что блоки ВВР 1200 – это миллионы тонн нагрузки на этот грунт. А близость озера – это риски того, что рядом грунтовые воды, и это будет означать совершенно другую марку бетона, и который стоит других денег, прямо скажем. Кроме того, повышенная солоноватость в Балхаше – это риски коррозии, а это другие требования к арматуре. Так что это большая такая очень серьезная работа, тем более, что берег озера, он всегда налагает какие-то большие проблемы. Сейсмика в Казахстане есть, не зашкаливающая, но она все равно присутствует. До 3-4 баллов достаточно нередкие, так скажем, события. А что такое землетрясение там, где бережок озера? Это риск того, что грунты будут разжижаться от сейсмических ударов. А это может означать еще более сложные подготовительные работы, включая буронабивные сваи. То есть не просто плита фундамента, она будет опираться вот на сваи. Напомню, что подобного рода требования по грунтам возникли в Ленинградской области. Ленинградская АЭС-2 стоит на 40-метровых сваях. Так что от этого действительно зависит и стоимость, разумеется, и сроки. Потому что если будут большие сложности, связанные с фундаментом, то это действительно не просто так. Тем более, что есть и колебания уровня у Балхаша. Снежные зимы, он поднимается, соответственно, увеличивается объем грунтовых вод. Это может потребовать и гидроизоляцию для фундамента и так далее, и так далее. То есть непростая работа, с учетом, пусть небольшой, но имеющейся сейсмической опасности. Это будет микросейсмическое районирование всей этой площадки. Так что это действительно начало большой серьезной работы. Разумеется, от того, как будет выглядеть строительная часть, будет зависеть и конкретное проектирование, лицензирование объекта тоже впереди. В Казахстане, насколько можно судить, будет принята двухуровневая система лицензирования. Сначала технология, потом технология в привязке к конкретному месту. А это значит, что вот вместе с капсулой казахстанской земли в Россию едет большая работа для бюро «Гидропресс», которое отвечает за все реакторы ВВР. Тоже надо будет много думать о том, как будет выглядеть, потребуются ли какие-то дополнительные усиления для оборудования. Потому что, допустим, хорошо знакомый, по крайней мере, понаслышке, проект армянской атомной электростанции, там увеличенные риски сейсмики, соответственно, просто амортизаторы, амортизационные плиты стоят под всем оборудованием. Так что это большая такая серьезная работа впереди. Но, тем не менее, старт начат. Я думаю, что, по крайней мере, появление первых сотрудников рядом с поселком Улькен, недаром глава Казахстанского агентства по атомной энергетике говорил о том, что до $1 миллиарда, не знаю, почему он говорил в долларах, может, было бы в рублях или в тенге, это дополнительная инвестиция в обустройство поселка. Опять же, тебе это хорошо известно, как выглядел город Островец до начала строительства белорусской атомной электростанции, как он выглядит сейчас.
почувствовать две большие разницы. И в числе прочих торжественных мероприятий, которые были, было видеомост с неназванными, к сожалению, в репортаже закрытыми городами, атомными городами, при наших атомных электростанциях. Там Улкен приветствовали с тем, что вступают в семью закрытых атомных городов. Если мы смотрим на то, как выглядят наши города рядом с нашими атомными электростанциями российскими, это и повышенная комфортность, это и большее количество, так скажем, учебных заведений и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, конечно, приятно, что на церемонии вот, есть короткий вариант, есть более полный. Видно, что присутствовали студенты казахстанского филиала Московского инженерно-физического института. То есть они приехали на свое будущее рабочее место. Это тоже, на самом деле, правильный подход, напоминающий тот вариант, который с Ташкентом. В Ташкенте тоже открыт исторический первый филиал МИФИ за рубежом. Наш опорно-ядерный вуз готовит специалистов на месте. Для стран, вступающих в мировой энергетический атомный клуб, это максимально, по-моему, правильный подход, потому что студенты вуза могут год за годом на каникулах, на практиках наблюдать, как идет строительство, с тем, чтобы к тому моменту, когда строительство будет завершено, они знали эту атомную электростанцию от фундамента до самой верхушки. И это, по-моему, очень хороший подход. Казахстан могу только поздравить с тем, что процесс начался, не будет простым. Видно, что площадочку выровняли, а работы на ней будет очень много. Не просто так, там и экскаваторы, и буровые машины. Но, тем не менее, первый шаг сделан, это хорошо. Ну что ж, я думаю, что ты не зря упомянул Островец. Там, ну, вот реально из поселка, да, ну, и, скажем так, небольшого городка, это сейчас очень приличный, очень интересный, очень такой новый и многофункциональный город. Ну, если брать обычные нормативы, так скажем, Росатом, они негласные, но количество сотрудников для одного энергоблока порядка 1000 человек. Этот проект Казахстанская атомная электростанция, Улкенская она будет названа, или пока вот название еще не фигурирует нигде официально, это 2000 семей, которые надо обеспечивать всем, чем необходимо. Соответственно, это действительно шансы на то, что поселок превратится в город. Так что для Казахстана это действительно большой шаг. На всякий случай, кто про Казахстан не часто слышит, плотность населения в Казахстане меньше, чем в России. 7,2 человека на квадратный километр, в России 8. Это та самая проблема, с которой всегда Казахстан сражался, но это даже не наш Дальний Восток, потому что центральная часть Казахстана – это пустыни и полупустыни, это даже не Арктика. В Арктике, по крайней мере, с водой вопросов нет, а здесь есть. Поэтому, если сравнивать плотность южных регионов вокруг Алматы, порядка 30 человек на квадратный километр, на севере 7, в центре 0,1. Так что и с этой точки зрения тоже интересно, тем более, что, ну, как любая электростанция, атомная электростанция производит еще и горячую воду, которую предстоит охлаждать, но не исключено, что, может быть, появятся какие-то варианты с тепличными хозяйствами, еще с чем-то. Вариантов для развития на самом деле много. Так что действительно хороший шанс для Казахстана. Что касается Росатома, ну и генерального директора, раз уж он на церемонии был, грех не вспомнить о том, что это новый контракт и для корпорации, и для Алексея Евгеньевича. Те контракты, которые сейчас реализуются, подписаны до того, как он возглавил корпорацию, так что для него это тоже большой серьезный шаг. Первая атомная электростанция в регионе Центральной Азии, то есть здесь вот первая можно повторять многократно. Я думаю, что со стороны нашей корпорации будет очень большое внимание к этому проекту. И я думаю, что с учетом того, что пока участники консорциума не названы, очень сильно подозреваю, что все равно участие китайской атомной корпорации China National Nuclear Corporation будет. И это может быть таким хорошим прологом для развития двусторонних отношений Росатома и CNNC. Если действительно, как говорил первый вице-премьер Казахстана
господин Скляр. Вторая площадка будет тоже у консорциума, но во главе станет CNNC. Это новый опыт сотрудничества. Не стоит забывать о том, что, по словам Алексея Лихачева, до 30% будет уровень локализации. Это значит новые возможности для развития строительной индустрии. Весьма вероятно, что и какие-то машиностроительные, приборостроительные предприятия Казахстана тоже будут подключены к этому проекту, так же, как это было в Беларуси. Давай останемся в Казахстане. Есть на этой неделе несколько новостей по транзиту. Значит, дочка Казахгаза удвоила прибыль на фоне роста транзита российского газа в Узбекистан. И буквально сегодняшняя новость. Транзит нефти и нефтепродуктов из России через Казахстан, Таджикистан вырос за первые полугодия на 33%. Процесс идет. Казахстан расположен географически настолько удобно, что не зарабатывать на транзите, не Украина же, в конце концов. Я думаю, что касается газового транзита, здесь, как всегда, в наше время очень многое нужно читать между строк. Кстати, увеличился не в 2 раза, а в 1,95. А ты тут округляешь прямо на ходу. Нельзя так. Ну, это я казахстанские заголовки округляю тебе. На самом деле тут достаточно занимательно. Напомню, что в 2023 году, когда подписывался контракт на поставки российского газа в Узбекистан, на 3 года 11 миллиардов кубометров. 3,8. Ну, хорошо. 23 год можно отбросить, потому что поставки начались в октябре. Здесь непонятно, как считать. Но если объем поставок не увеличивается, то, простите, а в связи с чем увеличилась прибыль? Увеличены расценки, тариф за прокачку? Нет, не увеличился. Мы бы об этом точно узнали. И казахстанская страна об этом бы известила в обязательном порядке. Это всегда предмет переговоров. Остается подозрение, что удвоился объем транзита. Потому что как можно еще в 2 раза больше денег начать зарабатывать, если ты не менял расценки? Это, вероятнее всего, означает, что в договоре о поставках российского газа в Узбекистан прошли какие-то изменения и дополнения, поскольку основной контракт для этого менять не надо. Извещать миру и граду о том, что мы немножечко увеличили объемы в 2 раза, тоже не обязательно. И поэтому, когда говорят о том, как выглядит объем добычи в России, много аналитиков это изучают, насколько выросли объемы поставки в Китай, насколько снизились объемы поставки в Европу, насколько выросло внутреннее потребление. Почему-то очень часто в тени остается вот этот казахстанско-узбекистанский маршрут, новые объемы поставок. Вроде бы они не сильно заметны, но было, допустим, 3,8 миллиарда кубометров, стало где-нибудь там 6-7. Но время сейчас такое, когда закладывается какой-то гигантский проект, необходимости нет, потому что если говорить о направлении поставок в Центральную Азию, то магистральный газопровод Средняя Азия-Центр на месте, возможности его по нынешним временам ближе к бесконечности, 4 нитки рассчитаны на то, что в свое время, порядка 50 лет назад, поставки из Средней Азии в Россию до 80 миллиардов кубометров газа в год. Если все эти нити разворачивать в реверсном направлении, то перспективы сотрудничества России в республиках Центральной Азии, в общем-то, весьма и весьма велики, так скажем. Что касается поставок нефтепродуктов в Таджикистан, здесь тоже без геополитики ничего не меняется. Как известно, Казахстан увеличивает потихонечку объемы поставок нефти на экспорт. Соответственно, те поставки, которые традиционно шли внутри региона, надо чем-то замещать. Замещаем, по-моему, совершенно удачно. Поставки в Таджикистан в рамках СНГ беспошлинные, ограничения, которые накладывает Министерство энергетики на экспорт российские, в случае межгосударственных договоров не касаются. Так что процесс идет. Единственное, что в этом сообщении нет данных о том, увеличился спрос в Таджикистане, или это просто замещение в чистом виде. То есть ушли казахстанские нефтепродукты, узбекские нефтепродукты, пришли российские. Может быть, какой-то такой вариант.
Но опять же, по нынешним временам ждать, что информация будет в полном объеме, ну, как бы это помягче сказать, не стоит. Не стоит. Ну, тем не менее. Ну и хочется напомнить, что по просьбе китайской стороны продолжаются сейчас переговоры между Россией и Казахстаном об увеличении поставок российской нефти в Китай по трубопроводам, проложенным по территории Казахстана. Совсем недавно объем поставок был 7 миллионов тонн в год. В прошлом году выросли до 10 миллионов тонн в год. И вот новая просьба еще 2,5 добавить. Как бы числа незначительные, но если их пересчитать в баррели, то будет в 7 раз больше. И прибавочка в 2,5 миллиона тонн такая вполне серьезная прибавка. И, конечно, отдельный привет известному миротворцу Трампу. Я думаю, что он тоже рад успехам Казахстана, который показывает себя как надежный транзитер и, соответственно, получает вознаграждение за свою надежную работу. Ну, я так понимаю, у Казахстана есть еще и проекты с нашим восточным партнером, с Китаем. Да, обязательства по поставкам газа никуда не делись. Вот вся эта система магистральных газопроводов, там сейчас уже 3 нитки, Центральная Азия, Китай, так он называется. Есть свои квоты не только у Туркменистана, но и, соответственно, у Узбекистана, у Казахстана. Их нужно выполнять. С этим, ну, как уже говорили, сложности есть. Объем добычи газа в Казахстане, с одной стороны, как бы растет, но с другой стороны, достаточно большой объем, порядка 30% добычи, это попутный нефтяной газ на крупных нефтяных месторождениях, где необходимо поддерживать давление в нефтяных пластах. А, соответственно, компании-операторы, все 3 крупнейших месторождения нефти в Казахстане, Тенгиз, Карачаганак, Кашаган, по соглашению о разделе продукции операторами являются иностранные компании, с ними договариваться сложно. Если они будут увеличивать объем подачи газа в пласт, соответственно, будет уменьшаться объем товарного газа для Казахстана. Это такая серьезная проблема на самом деле. Поэтому и не так давно Казахстан выразил свое согласие с проектом, о котором весной этого года говорил вице-премьер России Александр Новак, поставки газа в Китай по маршруту, который пройдет через территорию Казахстана. Может быть, и вот здесь какие-то подвижки будут. Будем смотреть, будем наблюдать. Помимо газовой системы, я так понимаю, что еще один, как бы, совместно с Китаем проект там, по химии. Ну, во-первых, раз уж мы заговорили про энергетические ресурсы Казахстана, как же без угля? Вот, ну, нехорошо же. Я понимаю, что уголь продукт черный, если его в руки взять, то потом рукопожимать человеку с добрым лицом неудобно будет. Но, тем не менее, один из крупнейших, на самом деле, постсоветских добытчиков, поставщиков угля Казахстан, это и Кибастуз, это и карагандинские угли, и объем добычи за год вырос на 11%. Вот, казалось бы, как это может быть, когда вроде бы вся угольная отрасль переживает кризис, но Казахстан как-то вот уверенно справляется. Мы касались того, что и санкции Евросоюза в отношении портов получили исключение для казахстанского угля. Ну и надо отметить, что, например, поставки в Турцию за год выросли в 5 раз. Казалось бы, где Казахстан, где Турция, но, тем не менее, продукт востребован. И говорить о том, что от него надо отказываться, вот, пользуясь случаем, хочу поздравить энергетиков Ирана, начато строительство новой угольной электростанции в провинции Южный Хорасан на 600 мегаватт. Вот, пожалуйста. Есть проблемы с дефицитом электроэнергии, его надо ликвидировать теми способами, которые для страны наиболее экономически целесообразны. Иран считает, что ничего плохого в том, что он свои месторождения будет использовать для того, чтобы обеспечить себя электроэнергией, не касаясь природного газа, потому что подать природный газ в новые регионы – это трубопровод, это и время, и деньги дополнительно. С углем как-то оно всегда попроще.
Так что будем надеяться, что тот проект, который на севере Казахстана с 3 угольными электростанциями, подзадержавшийся на старте, с мертвой точки сдвинется. Нам и России, и Казахстану на радость, потому что России тоже нужна угольная генерация, никуда от нее не денешься. Если кто-то считает, что это не так, то совершенно напрасно, поскольку самое восточное подземное хранилище газа, использующееся, эксплуатируемое «Газпромом», находится в Ханты-Мансийском автономном округе, и газифицировать Дальний Восток не очень сложно. Если крупные потребители, да, можно построить газоотвод, но строить газораспределительные сети, где никогда постоянного спроса нет, мы то дома, и нам плита не нужна, то мы, ну и так далее. Без наличия ПХГ будет сложно. Соответственно, углем заниматься нужно. Нужно приводить эту генерацию в надлежащий порядок, отвечающий современным технологическим требованиям, и все будет в порядке.